Всем привет! У кошки Анфисии много чего накопилось нам рассказать. Сегодня будет про Арчика, про кота Арчика, который устроил нам шоу. Будет про Вилли, естественно, лебеди появятся. Ненадолго слетаем с дроном, посмотрим, что там на западной части озера происходит. Будет путешествие по соседским участкам. Короче, все как вы любите. Из жизни котов, лебедей и Каринтии. Это Австрия, Каринтия, озеро Осяхерзее. Если вы не подписаны на канал, подпишитесь. Итак, первый у нас Арчик. Арчик любит гулять. И мы, в общем-то, их выпускаем. Сейчас зима, народу немного, туристов нету, внешних людей посторонних нет, местные как бы все знают. И они ходят гулять. У нас 3 кота: Вилли, Арчик и Анфиса. И вот Арчик обязательно, у него такой маршрут. Я как-то видео делал, даже с дрона следили. Маршрут его с GPS-трекером, 6 километров с лишним нагуливает котик. Он гулял, но в какое-то время у нас погода так все подстроила, что на озере была большая полынья возле нашего пирса, и лед был тонкий. Я вам показывал, как Арчик там прыгает на лед, и было достаточно рискованно, то есть уже было сильно холодно, лед где-то тонкий, где-то просто вода, а где-то уже нормальный. И Ирина просто решила, что пару дней Арчика, Анфису не выпускать. Они очень любят гулять как раз там по льду. Подождать, потому что ожидались холодные ночи, и озеро должно было подмерзнуть полностью. Вот в нашей части полынья должна была замерзнуть. И вот как замерзнет, тогда пусть опять гуляют. И Арчика с Анфисой заперли. Анфиса, она такая, ей все равно. А Арчик перестал ходить в туалет. Вот он испугался, почтовую машину убежал. Арчик у нас перестал ходить в туалет. Естественно, что случилось? Не заболел ли котик? Свозили к ветеринару, пощупало, вроде нет. Давали всякие таблетки, бесполезно. Слабительное не действует на Арчика. А Арчик пришел огородами. Правильно, там машины ездят, а тут никто не ездит. То есть он не стал ходить по дороге, где машины ездят, и вот по льду вот так отправился к пирсу. Молодец. А там Анфисия у нас. Там у нас ходит Анфисия. А обстановку вы сами видите, там тростник, тонкий лед, рискованно. А Арчик у нас... Так, они Арчика заметили, и тут на какое-то движение у них. Что, испугались-то? Да. Вон, Арчибальд туда направился. Да. Он у нас снежный барс. Короче, Ирина меня отправила в аптеку за клизмой. Продаются специальные клизмы, такие маленькие, для животных. Мы Арчику поставили клизму. Третий день он в туалет не ходит. Выдавливает понемножку, там писает, а по большому не ходит. И я предположил, что, слушай, я говорю, у него, наверное, психологическое. Ты же знаешь, у нас Арчик, у него такая очень тонкая душевная конституция, он такой мальчик, склонный к истерикам, к каким-то, может быть, у него сменился ритм жизни, его перестали пускать на улицу. А он сказал, пока не пусти на улицу, в туалет не схожу. А Ирина говорит, нет, пока не сходит в туалет, не пойдет на улицу. В итоге, его выводили на шлейке, бесполезно. А в итоге я под мою ответственность взял его, выпустил. И проследили, он прекрасно тут же побежал и сходил в туалет. Почти 3 дня терпел. Наша ошибка. С котиками, у которых такая тонкая душевная конституция, надо как-то помягче. Смотрите, какая у нас зима на нашей деревне. Красота.
Было очень холодно, полынья замерзла. Да, замерзла полынья. А ребята прилетели. Они ночевали, видимо, в заповеднике. Там речка Тиболь, там не замерзает. Есть участки. Вот у меня возле пирса тут немножко пробито. Прилетели перекусить. Вот было холодно этой ночью, было -7, но вот предстоящая ночь будет до -15. Ну, 15 вряд ли будет, но 12-13 градусов быть может. И это будет самая холодная ночь, обычно вот как раз в это время. Вот здесь в Каринтии 1-2 такие холодные ночи, ниже -10. Ну, их надо подкармливать сейчас, чтобы у них силы были. Вот все. Итак, вот смотрите, у нас полынья замерзла в итоге. Естественно, ну, ночью было холодно. И был вопрос, ну, я сам для себя переживал, что с лебедями. Я проехал в заповедник, там не было. Потом я просто проехал на западную часть озера, пустил дрона, и вот смотрите, тут у нас просто открытая вода. То есть озеро при всех морозах, при всех вот ночью до -11, самый минус был, половина озера западная не замерзла. То есть там пошире, видимо, вот эта снежная каша, вот этот, которая легла на воду, которая у нас в узком месте замерзла, там ее оказалось недостаточно, чтобы замерзнуть. И там более ветрено, ветер, видимо, разогнал, там озеро не замерзло. Так что лебеди, скорее всего, там где-то. Лисичка. Ну и он нафиг. Пошли домой. Лебедей не будет сутками, они попозже прилетают, они ближе к обеду появляются. Ну, пожалуйста, теперь гуляйте. Они ходят вдоль берега, коты я имею в виду. По льду лед уже твердый, я по нему могу ходить. Конькобежцы, постоянно видим конькобежцев. Ну, коты наши их боятся. А я заснял также дроном катамараны. Пустили катамараны по льду на полозьях. Очень интересно. Сделаю ролик. Ага. Экскурсии по тропинкам делаем, да? Присматриваемся к будущему дому. Ну, молодец. Ну, молодец. Я сейчас приду. Иду уже, иду. По земле походить, по травке, да. Там немножко даже травка есть. Место высматриваю для гнезда. И зачем ты ко мне подошла? А, тут еда. Ну, пойдем в воду, пойдем в воду. Ну вот. Они заметно подросли. Вот за это время молодежь заметно подросла. Так, тут надо навести порядок. Да. То есть наше озеро, оно различное. Оно как бы состоит из двух частей, западной и восточной. И вот восточная наша, она глубокая, много рыбы, безветренная. А западная, она пошире часть, и там ветра. Есть ветра. Соответственно, там летом парусники ходят. Когда парусник иногда, ну, видимо, кто-то неопытный, который не знает, заплывает он на нашу половину, у него парус обвисает и все. И потом приплывает моторка с той стороны из яхт-клуба и его буксирует на западную часть. То есть это настолько сильно. То есть там горы просто дальше друг от друга. У нас вот наша восточная часть, она плотно сжата горами и ветра вообще нет. А в западной части даже вот для парусников достаточно ветра. А сейчас зимой там катамараны. Вот я 2 катамарана там заснял с дрона по льду, парус, полозья, и по льду катаются. Вот такое развлечение. При этом еще дальше, чуть дальше, там уже льда нет, там просто вода. То есть в одной части озера все заледенело, в другой части открытая вода, там ветер есть, тут нет, то есть там рыба есть, там рыбы мало. Ну, при том, что озеро, в общем-то, по протяженности 11 километров, оно не то чтобы сказать особенно большое, но тем не менее.
Это у меня был шортс, где вы уже могли видеть вот кошка Анфиса. Она меня усыпляет таким образом, ждет, меня поджидает, пока я приду, лягу в кровать. Вот. Так устраивается, ногу на меня закидывает. Это у нас уже традиция. То есть вот в неделю минимум 5 дней, чаще 6, вот, мы вот так вдвоем с ней засыпаем. Иногда она в гардеробе может, вот редко. Но, как правило, она меня ждет, лежит на моей половине, дожидается, когда я приду. И то есть кошечка, она такая умная и хитрая. И поддерживает социальные связи какие-то, вот налаживает какие-то отношения со всеми. Вот мне, то есть у меня она берет вечером ветчинку, и мне вот положено перед сном вот такое внимание с ее стороны. Ну, Ирина, конечно, она в приоритете у нее. Ирине она массаж делает, мне она массаж не делает никогда. Арчик в этом отношении попроще. Он подходит, если ему что-то надо. Вот я сижу, например, на кресле. Он подойдет и головой начинает тереться мне о плечо. Вот трется немножко. Если я не реагирую, он начинает меня покусывать. Очень-очень нежно, так аккуратно кусать за плечо. Это означает, что Арчик хочет что-нибудь вкусненькое. Это значит, что пойдем, дашь мне что-нибудь вкусненькое. Ну, Арчику давать вкусненькое можно. Он очень энергичный, видимо, энергии достаточно тратит. И он не толстеет. Вот. С Анфисой в этом плане мы поосторожнее. У Анфисы подвес есть. У Арчика подвеса нет, у Анфисы есть. И Анфиса, она более склонна, так сказать, к набору веса, поэтому ее мы немножко больше ограничим в плане всяких вкусняшек. Вилли стал забираться. У Вилли, в общем-то, он получает свой укол. Вот меня после ролика про ортопеда, про визит к ортопеду спрашивали, что с Вилли. А Вилли получает свой укол и вполне доволен. Это скрытая камера. Я искал того, кто ходит к нам по ночам. Я видел это существо, но пока не поймал. Коты ходят. Вот. И Вилли стал очень активно играть с котятами. Я заснял пару эпизодов, в одном из следующих роликов сделаю. То есть Вилли стал забираться на эту их кошачью горку. Вот он сверху на лежанке лежит и задирает котов молодых. То есть у него с ними какая-то игра, что мне, в общем-то, нравится. Такой вот рассказ кошки Анфисы, который она через меня озвучила. Будьте здоровы, будьте счастливы, успехов вам, пока-пока.